А ты уже снимаешь, да? Вы видели вот это вот? Вы вот это вот видели? Вы вот это вот видели? Знаете, что это такое? Это ноутбук вот от Asus на 5090, который просто-напросто вот так вот взял и поимел весь рынок ноутбуков. Они взяли его, представили с каким-то невероятным экраном на 1200 нит, с Dolby Vision, это мини-LED, с 2000 участков затемнения, можем так сказать, если на русском не говорить правильней, да, с широченными углами обзора, просто невероятный. При этом на Intel Core Ultra 9 275HX, 64 гига памяти DDR5. У него два SSD-шника, которые работают в RAID 0 со скоростью 13 тысяч, даже больше, 13,5 тысяч мегабайт в секунду. Это просто невероятная штука. И вот у меня здесь сразу вопросы закрались, знаете какие? Ой, сейчас я его выключу. Смотрите, как технозон красиво сделал. И знаете, какие вопросы? Я вам сейчас расскажу. Лисичка показывает. Какого хрена, Asus, какого нафиг хрена вы не сделали это раньше? Смотрите, тут ROG Strix такая вот стилизация. Смотрите, вот так нажимаете. Оп! Вот так вот взяли, так. О, вот сюда вот раз. И просто-напросто взяли и открыли для модификации. Все, что хотите. То есть, вот я пользуюсь, смотрите, у меня есть ROG Strix, которому 20 лет. Смотрите, это Asus ROG, еще на Intel Core 2 Duo, он рабочий на мобильной графике GeForce, там непонятно какого года, я уже не помню, у меня их два было, один был на Турионе, другой был на этом, надо посмотреть, какой именно этот, но он рабочий, если хотите, вот смотрите, тут все отваливается, но он работает, и он еще нашпехает, кстати, любому ультрабюджетному ноутбуку, которые сейчас продаются. Хотите, сделаю вам ретро-обзорчик как-то, только напишите в комментариях. Теперь знаете что? У меня вот есть 713 серия тоже Asus ROG Strix. У меня есть Asus ROG Strix Car на 4090. Но нигде они еще не делали вот такой крутой системы охлаждения. Трехкулерная система с испарительной камерой, с двухуровневым радиатором, которые просто-напросто не дают ему нагреться до каких-то цифр, которые я раньше видел в своих ноутбуках, да в любых игровых ноутбуках. Теперь у нас проц не больше там 75-80 градусов в реальных условиях и видеокарта 70 градусов. Это как вообще, как понимать, это что за беспредел какой-то? Потому что это действительно хорошие показатели. Два SSD-шника, как это все удобно модернизировать, здесь память, при этом это все на жидком металле. Что тут обслуживать? К батарейке легкий доступ. Я в тихом шоке. Взяли вот так вот, вставили потом. Вот все, вы там сделали все свои дела, которые надо. Там продули систему охлаждения. Все, защелкнулось, поставили, включили и все, и пользуйтесь. Материалы шикарные. При том, что здесь, знаете что? Смотрите, у нас здесь Lana J45, 2,5 гигабита. Разъем питания, HDMI-чик. Здесь у нас Thunderbolt 5 совмещен с портом, да, у нас именно Thunderbolt 5, это уже последние технологии. USB-шечка одна, еще две USB-шечки, вот, пожалуйста. Конечно же, у нас есть Asus Aura, да, которая по всему, ну и плюс вот это вот у нас классная тема, не помню, как она называется, сейчас посмотрим в обзоре. Я первый раз ноутбук с такой фишкой использую. Но это не все, А ну, Аленка, убирай, пожалуйста, вот этот ноут. Я вам сейчас комплект покажу. Та-дам. Смотрите. Фирменный Asus ROG. Вот такой вот рюкзачок. Зачет. Теперь коробочка. Ты берешь эту коробочку. Вот так вот. Знаете, такой шух. Открываешь ее. Ну, у вас ноут выедет, во-первых. Тут это все красиво. Теперь смотрите. У нас в комплекте. Сейчас мы откроем здесь. Еще вот такой вот кабель питания, это не все, я вам сейчас покажу. Вот, это блок питания на 100, это его блок питания вторичный, потому что первичный у нас вот такой вот на 380 ватт кирпич Asus ROG на 20 вольт 19 ампер для самого ноутбука, для работы с видеокартой. Вот это вот больше походный вариант для того, чтобы ноутбук работал в обыкновенном режиме. Это еще тоже не все. Сейчас эту коробочку крутую убираем. Теперь смотрите. Мышка такая. Фух. У нас еще в комплекте мышь есть. Непростая мышь. Это у нас Asus Strix Impact. Мышка проводная, игровая. Вообще отличная мышь. Очень сильно советую. Не скажу, что она прям мега топовая, но то, что это классная мышь. Asus ROG, кстати, серии. Это факт.
И сейчас мы посмотрим, перед тем, как пойдем тестировать, что нам заявляет сам производитель. Но я вам скажу так. Экран один из лучших в классе. Да, цена, да, это отдельный момент. Я буду сильно, наверное, сейчас вы будете удивлены, но это не крыло от Боинга, конечно, это два крыла от Боинга. Это вот три Ланоса, либо BMW тройка. Ссылка в описании под видео, увидите. Слушайте, вопрос в другом. Вопрос в том, что вот на 5090, как бы не говорили там, что 5090 мобильная платформа, она ровно в половину, кстати, включается этот ноут тоже нехило, ровно в половину обрезана от стационарной версии. А как должно быть? Вы видели потребление стационарной версии? Видели потребление именно сам по себе формат охлаждения, как вы бы это все дело делали. Но при том, что на этой видеокарте я могу поиграть на эпичных настройках в Stalker 2, при этом на 2,5К разрешении, то есть 16 на 10 2560 на 1600 или 1660, не помню, посмотрим потом. Я могу поиграть на Ray Tracing Ultra в Cyberpunk больше 80 FPS. Именно на Ray Tracing Ultra, не Full HD гейминг. Я буду именно так и тестировать. Мне не интересно там ставить вот эти все эксперименты. А что там 5090 мобильная может Full HD? Мне нафига-то это? Мне вот на 2,5К экране что она может? Потому что я вот эту штуку купил, как три крыла от Боинга. И смотрите, сразу, ну по цене, ладно уж, там не будем там вам ничего говорить. К характеристикам вернемся чуть-чуть попозже. Мне интересно посмотреть, скажем так, обзорно, чего нам Asus представляет. 18-дюймовый 2,5К дисплей не было HDR на мини-LED с 2000 зон затемнения, 16 на 10, 240 Гц с откликом 3 миллисекунды. Кстати, 100% DCI-P3 и технология ACR. Чтобы знаете, что такое ACR? Здесь экран, вот он выключен, вот я надеюсь, смотрите, здесь экран, ты его трогаешь, он вроде бы глянец. Но он не бликует. Он не бликует. Asus, вы что сделали? Что вы сделали? Лучший экран в своем классе, имеется в виду не OLED, да, который можете играть, не бояться, что там что-то повыгорает. DDR5 5600 для мобильной это платформы. Ладно, давайте посмотрим, что они тут еще, там 64 гига, это все понятно, все это мы увидим. Проц 24 ядра, 16E ядер, 8P ядер, 24 потока, до 80 Вт TDP, 5,4 ГГц. Ну, давайте там в режиме турбо, максимальная частота в турбо. Мы достигали 5,1 в тестах, я вам скажу больше, у меня не было цели его гнать, потому что в вариантах игр я не получал загрузки процентов выше 50%. То есть, какой смысл его гонять еще больше? Но это прям вот прикольно. Теперь GeForce RTX 5090, 175 Вт у нас TGP, 1824 тераопс, DLSS 4, 24 гигабайта видеопамяти GDDR7. Samsung, по-моему, насколько мне не изменяет память. По экрану, как мы уже поняли, да, 1200 кандел на метр квадратный. Веса дисплея HDR, веса сертифицированного веса дисплея HDR 1000. Dolby Vision. А, кстати, у него еще и знаете что? У него есть Pantone сертификация. Вот он, Pantone сертификат. Это цветовой гамме Pantone она соответствует. Огромное количество каких-то там режимы невидимки, различные ауры. Это все настолько красиво. У него, кстати, Hi-Res Audio с Dolby Atmos, 5.1.2 канальный звук. В общем-то, и звук классный, и экран классный. Думаю, будем уже переходить с вами, смотреть, что уже он может. А в целом потом сделаем вывод. Ну, вы, конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, а мы переходим. Слушайте, ну, знаете, что самое интересное? Я его стартанул. Вы видите черные полосы, потому что я сейчас играю не 16 на 9, а 16 на 10 в его оригинальной, скажем так, в его оригинальном разрешении экрана. И, кстати, на экране смотреть на это все намного приятнее, потому что там 1200 нит, да, там намного ярче, Dolby Vision экранчик. Но вы сейчас видите, знаете что? Вы видите FPS там 87, 100, и это у нас, знаете, какой пресет? Это у нас пресет Ультра. На этой штуке можно играть в пресете Ультра. Если я поставлю сейчас пресет Extreme, ну, применю и перезагружу, конечно же,
то вот смотрите, на пресете Extreme это будет там 80-82 FPS не на Full HD гейминге. На 2,5К, ну как там, 2,5К экран, да, или больше, если брать 16 на 10, если умножить одно на одно, там, скажите мне, ну, грубо говоря, 2К в 16 на 10, на пресете Extreme. То есть даже вот эта мобильная платформа, мы видим с вами, что у нас сейчас с вами загрузка GPU всего лишь 74-79%, 78%, прогрев 55 градусов, а проц у нас загрузка 14-15% и прогрев 70 градусов. Кстати, это вот мобильная платформа, я закрыл. Давайте сразу Stalker 2 попробуем. Мобильная платформа, в которой нормально поработали с температурой. Я вам сейчас еще покажу результаты тестов. И я вам скажу, что из ноутбуков один из самых идеальных для игры в Stalker 2. Смотрите, графичка, эпичный, эпик графика. Теперь давайте посмотрим, 2560 на 1600, у нас DLSS на качество, то есть чтобы вы понимали. Давайте, DLSS на качество и поехали посмотрим, что у нас будет. 137 FPS сейчас, выходим маковое поле, те, кто играл, те знают вообще где это, что это. По графике, конечно, тяжелый момент, 125 FPS, 126, это все на эпик графике на 2К в 16 на 10. Ребята, это просто невероятно. На самом экране выглядит намного круче, чем на записи. На записи вообще очень тяжело писать, потому что мы фактически 2К даунсэмплим в Full HD. Это тяжело вообще. То есть графику будет смазывать в конечном обзоре, к сожалению. Но, блин, ребят, заплюйте мне глаза, но, по-моему, это вот нереально круто. Смотрите, вообще какая графичка. После последних апдейтов они, конечно, столько пофиксили, столько классных выпустили паков интересных. Смотрите, вообще, особенно когда вот эти вот, когда ложатся пули, вернее, вот эти вот следы на воду на закате, да, он вообще мед. Я не знаю, я Stalker 2 начинал играть, когда еще, знаете, что когда на 40-50 и на 30-60 она практически не работала. То есть ее только выпустили, только уже потом апдейт, и все поправили, и все было хорошо. Но 50-90 я прям вот прям радуюсь. Смотрите, сейчас у нас загрузка видеокарты 98, 96, 98%, 70 градусов. Проц у нас отрабатывает на 38, 40%, 41, 84 градуса. Кстати, проц действительно более чем достаточен для такой карты. Тут мы же понимаем, что это мобильная 5090, которая зарезана просто-напросто по характеристикам ровно на 50% от стационарной. И мы бы стационарку сюда бы не впихнули ни при каком, даже 70-75% от стационара будет очень тяжело реализовать только из-за того, что, представляете, какое охлаждение питания надо будет сделать. То есть это вполне, в принципе, адекватная вещь. И если уж говорить там о видеокарте, о проце, то мы видим, у меня GPU-Z даже пишет, что не зная такой графической карты пока что, да, только вышел 5090, ширина шины 256 бит, само собой на GDDR7 Samsung 24 гига, почти 24,5 гига. А вот по процессору у нас все проще. Intel Core Ultra 9 275 HX, Arrow Lake 3-нанометровый с 36 мегабайт кэш третьего уровня. И у нас тут получается 24 потока, 8P ядер, 16E ядер, это энергоэффективные. И у нас, в принципе, смотрите, есть PCI-Express 5, но диски у нас PCI-Express реализован на четвертых. Память у нас DDR5 64 гига двухканальная, но в случаях с ноутбуках 4 субканала по 32 бита работает. Это у нас DDR5 5600 на Unix. И у нас получается, если мы его забенчим, то есть по сути потестируем хотя бы какую-то минимальную синтетику, то мы с вами получим очень интересное сравнение, где он в многоядере просто-напросто укладывает на лопатки там 13900, смотрите, просто тупо. В одноядерном еще там как-то 13900, ну это практически, знаете, там погрешность минимально. И с чем его сравнивать? При этом, что это 24 ядра, 32 потока. Здесь 24 потока, да? То есть, если брать Ryzen 9 7950X, 16 ядер, 32 потока, он его тоже уделывает. И дальше уже даже не с чем сравнивать. Core i9 12900 вообще сливается. И пошло-поехало там. Если брать с какими-то там сравнивать, ну, Core Ultra 70... Короче, ребят, я даже сравнивать это все не хочу.
даже если говорить о сетевых модулях, смотрите, сетевой модуль Wi-Fi 7 сюда влупили, при этом он поддерживает 5 ГГц, 6 ГГц, 6 ГГц в 320 МГц. Мы сейчас тестируем, у меня сейчас нет 6 гигагерцового роутера, но мы тестируем сейчас на 160 МГц ширины канала, смотрите, на Intel BE 200, 5 ГГц с 2.4 коннектом, он у нас вытягивает спокойно 1.5, 1.6. То есть о чем можно говорить? По Wi-Fi. Если я сейчас вообще воткну в него LAN RJ45, то там чистые 2,5 гигабита. Сейчас мы воткнем как раз. Опа, все есть. Воткнул, ждем идентификацию. Вот, пожалуйста, 2,5 гигабита. Рестартанем тест, то там 2,5 на 2,5. Вообще идеально. Если вы найдете, кстати, у нас во Львове уже в Украине продают тарифы 2,5 сами по себе операторы некоторые. Это уже реальность, это уже, скажем так, скоро перейдет в повседневность. 2,5 на 2,5, ну 2,457, там 2,460 плюс служебный трафик. Что-то тестировать, браузить, да я даже не буду, потому что это бесполезно, на таких характеристиках играть просто надо. Ну, либо, конечно же, монтировать видео. По поводу монтажа видео, Adobe, весь пакет программ, при этом мало того, что Adobe будет работать с RTX, Adobe еще и поддерживает у нас нейральные сопроцессоры. Кстати, смотрите, у нас здесь стоит с вами Western Digital SN8000S, он показывает 40 температуру, но дело в том, что я больше ее не добивался, не знаю, может быть сам контроллер по себе не показывает, но сколько я ее не, вот 44-45 пошло, вот, посмотрим, насколько он прогреется. 48, 49, 50, а вы скорости видели? 13632, два диска стоит, NVMe Express 2.0. При этом он работает в RAID 0, и само собой такая скорость будет. Ну и мы видим с вами вот такие вот шикарнейшие результаты. Это шикарные результаты теста в SSD. В RAID 0, пожалуйста, работают два SSD-шника, стоит у нас. Нагрев, говорю сразу, во время теста нагрев мы получили выше 70 градусов, буквально на пару секунд в моментах рандомного чтения. Вот это вот RND 4K. И тут это справедливо, я говорю всегда правду. Чего есть, то есть. Ну а теперь смотрите, Киберпанк, графичка, DLSS, смотрите, я сейчас ставлю пресет на Ray Tracing Ultra. Ray Tracing Ultra, именно на пресете сделаем, и у нас с вами это 2К, то есть мы говорим сейчас о 2К на пресете вот таком вот очень крутом, и это должно быть как минимум 80 FPS, я надеюсь. Потому что я на таком пресете ультра, я никогда на мобильных устройствах еще не играл. Это какой-то сюр, не знаю, ну давайте, сейчас посмотрим. А ну, давай, покажи мне. Выше 70 FPS, на пресете Ray Tracing Ultra, да ладно, слушайте, я в шоке, я просто в шоке. Ладно, ждем конца теста, посмотрим на результат. Да, 76. Максимальный был FPS 84-83. Кстати, если я поставлю хотя бы... Ой, слушайте, давайте овердрайв. Это просто, я такого еще не делал. На мобильном устройстве, на ноутбуке, овердрайв на 2560 на 1600. Сейчас посмотрим, что будет вообще. Бля, выдержит ли он овердрайв. Хотя бы 60 FPS на овердрайве. Мне просто интересно. Овердрайв это просто Unreal, я не знаю, это 50-90 должно быть. Овердрайв 50 FPS, да ладно, слушайте, я первый раз вижу вообще овердрайв хотя бы в каком-то играбельном состоянии. На овердрайве. Ну, кстати, смотрится это вот на родном экране, это просто нереально. Я вот сейчас смотрю на него сбоку. Это просто нереально. Ну, слушайте, получить на Ray Tracing Ultra геймплей в 80 FPS на Киберпанке, это просто вот была моя мечта когда-то. И когда я первый раз играл в Киберпанк, посмотрите на эти отражения. Вы посмотрите на эти, мать его, отражения. Это просто жесть. Смотрите, вообще. Вы посмотрите, как сквозь туман лучи пробиваются. Вот сейчас вот этот вот момент будет. А ну-ка. Сейчас такой, фух, вообще красиво, просто красиво.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вообще топ. У меня вопросов вообще нет. Да, Ray Tracing Overdrive. На текстурах на высоких. Да ладно. Мне даже реально сказать нечего. Слушайте, ну давайте посмотрим на результаты 3D Mark. Кстати, знаете, что заметил? Пока 3D Mark грузится, конечно, блок питания горячий такой, нифига себе. Вот именно вот этот вот, который кирпич, вот даже в руках держать тяжеловато. Он, конечно, ничего с ним не будет, он не загорится, он прям не критично горячий, это ну, градусов под 40, 45, где-то так. 380 ватт, да? Ну такой, фу, ощутимо теплый. Давайте загрузим с вами результаты. У меня тут целая серия тестов. Объясню. Смотрите. Steel Nomad 5844 балла. В DirectX 12. Тестировал только DirectX 12. Это выше среднего. Средний для таких сборок у нас 5784. Наши ближе к лучшим результатам. И пошло-поехало. Смотрите. При полной загрузке CPU у нас максимальный и GPU, у нас максимальная температура достигала 75 в CPU, GPU 70. Очень интересный момент, я вам скажу. При том, что по CPU клоку мы видим, что он достигал 5187 МГц, то есть в турбобусте, а GPU достигал 1942. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас в других тестах. В принципе, я даже здесь FPS смотреть не буду, потому что все на 2К Ультра, оно показывает максимально возможные плюсы FPS, поэтому даже ну, там, разбираться тяжело. То есть оно не покажет реальные какие-то. Потому что вот я даже попробовал более устаревший Time Spy Extreme, который конкретно был для 4К гейминга, то он у нас показывает 2167 баллов, при этом опять же выше среднего, опять же затягивает. И результаты по нагреву и по частотам примерно те же самые, но здесь GPU Clock достигал 2.025, вот где-то так, 2.076, 2.077. Вот то, что я вижу, и температура 76/70. Это одни из самых высоких результатов, да, для мобильных платформ. Вообще одни из самых высоких. Даже вот у меня дома стационарник, там, если брать на 4060 плюс Intel Core Ultra 7 стационарный, то ну, далеко до этого, конечно. Вот, пожалуйста, Speedway новый. 6380 баллов. Тут он практически вообще в максимальных показателях. Практически. Мы даже провели тест на DLSS. Очень интересный момент. Видите, без DLSS 35 FPS. Это, кстати, с поддержкой DLSS 4. Видите, DLSS версия 4. И конкретно был DLSS в 4К. В 4К на самом-то деле. И получилось детальный скор. У нас максимальный с DLSS было 137 FPS. 136-94. Классный результат. Действительно классный. Ну и вот, допустим, в PUBG, да, как если поиграть, ну я загрузил, в принципе, тренировку, потому что уже столько на этих тестах, короче, наворочил себе с рейтингом, ну, начинаешь тестировать, что да хватит мне стрелять, слышите, задолбали. Что вы там, блин, стрелки. Наворочил себе, конечно, с рейтингом фигни. Смотрите, 186-185 FPS в DirectX 11. Если брать, допустим, DirectX 12, хотя ну, все прекрасно знают, те, кто играет в PUBG, что DirectX 12 он пока в тестовой версии, и, честно говоря, полная фигня выходит, иногда с какими-то микролагами и тому подобными. А ну давайте попробуем шмальнуть. Есть, видели, как я попал. На Direct 3D 12 это 120 FPS, на DirectX 12, на DirectX 11 это у нас до 200, 180, 190, а в некоторых таких более тяжелых моментах может просаживаться до 138 FPS. Ну, короче, как-то очень даже неплохо, я вам скажу. Для игры, а чтобы вы понимали, на какой игры, то у нас полностью самые максимальные. Ну и само собой это даже не Full HD гейминг. Давайте попробуем еще в кого-то там шмальнуть, еще в кого-то там шмальнуть. А ну давайте, на тебе. И вот эта вот быстро движущаяся мишенька, где она там бегает? А вот она. Есть. Ну, как вы поняли, в PUBG я люблю поиграть, да, по моему шмоту. Ну, давайте еще чего-нибудь. Это очень далеко, конечно. Есть.
О, кто там бегает. Кто-то на чем-то ездит. Господи, на мотоцикле. Зачем я в него стреляю, непонятно. Но для PUBG прям идеальный комп, если честно. Если бы его можно было сбить. Ну ладно. Слушайте, ну кроме всего этого, давайте еще поговорим вот там про ауру, да, там про Anime Vision. Знаете, что такое Anime Vision? Это вот классная тема, которая вот на задней крышке вы видели в начале. Сейчас у меня тут крутится Технозон. Конечно, это очень-очень классно. Технологии, конечно, прикольные. Можно, конечно, загрузить больше, если вы найдете там различные вот эти вот, знаете, там, стандартные. Есть библиотека, если совместимые вы найдете конкретно для него. Есть у нас аура обои. Есть у нас, конечно же, освещение Aura Sync, это просто невероятно. Различные настройки Game Visual, но это все, конечно же, красивое украшательство и мониторинг, и плюс настройка быстродействия. Фирменная утилита MyAsus позволяет настраивать, диагностировать, обновлять, тоже отличная штука. Но то, что здесь есть искусственный интеллект, в плане модуля искусственного интеллекта, то есть он может отражаться на камере, например. То есть если мы здесь возьмем настройки камеры, простите, не то вбил, настройки камеры, то конкретно на Asus HD Webcam, давайте я сейчас вот так вот, для вебкам сейчас подойдет, наверное, мы можем включить автоматическое кадрирование. Он будет кадрировать конкретно под меня, там в моих глазах, смотрите, как я на вас так смотрю. Здесь, кстати, одна из лучших веб-камер, которую я видел, Full HD полная, это очень интересно. Теперь зрительный контакт. Куда бы я ни смотрел, оно будет сохранять зрительный контакт с вами. Удобно проходить какое-то собеседование, можно читать из чата GPT, там рядом окошечко, либо с телесуфлера, и никто даже не догадается. Ну и фоновые эффекты. Размытие, у нас может быть портретное размытие, стандартное размытие. Портретное — это когда в глубину размывает еще. И, кстати, это очень неплохо выглядит, мне нравится. Шумодав по микрофонам. Это все у нас делает искусственный интеллект. Тут искусственный интеллект может же быть не только через, допустим, там этот модуль искусственного интеллекта, да, там нейральный процессор. Вот если мы пойдем с вами в настроечки, да, там, смотрите, имеется в виду диспетчер устройств. У нас вот нейральный процессор Intel iBoost, ну и тут у нас два адаптера, есть еще Intel Graphics, да, там скорее всего ядра у нас XE какие-нибудь стоят. Ну и все потоки нашего Intel Core Ultra 9 тоже у нас есть. А если говорить о Horizon Zero Dawn, да, немножко слабоватая игра для тестов. Я это всегда знаю, моя любимая. У меня на кастоме Ультра, DLSS у нас стоит на качество и тоже 2К. Объясню, почему я вообще очень сильно люблю. Когда мне говорят, что там PlayStation 5 купи, игровых ноутбуков не бывает, я, конечно, с них смеюсь, потому что, чтобы вы понимали, качество на графике пресет есть оригинальное. Вот примерно вот это вот оригинальное, то, как выглядит на PlayStation 5. А у нас вот самое-самое ультимативное качество, и на самом ультимативном качестве мы получим очень интересный показатель. То есть те, кто не играл в Horizon, я вам просто советую. Это самый топ, который мигрировал с PlayStation. То есть 150 FPS, я весь Horizon прошел на PlayStation, весь. Можно там, не знаю, играть во что там. Напишите, во что вы любите из портов с PlayStation 5 играть. Давай пропустим это все и побегаем немножко. Здесь очень много зелени, много травы, много движущихся объектов, и это более открытые локации. Смотрите, с каким... О, как лучики, смотрите. Красиво, очень красиво. При этом это все 150-160 FPS. Извините, но это классно. Извините, но это классно. Я в эту игру с удовольствием переигрываю. Ну, это на тестовом компе я такие сейвы держу, там в начале, там особо нет никаких действий. Смотрите, ну действительно красиво. 170 FPS. 170, и это на максимальных ультрах. Ну и даже вот смотрите, Hogwarts Legacy, если мы брать там пещеру, знаменитый переход, я вам скажу, всегда на нем тестировал. Смотрите, здесь у нас 220-216, да, в закрытом помещении. Вот этот вот переход в светлое, обычно здесь у нас происходит просадка минимальная, там 200, сейчас мы выходим на светлое, на обширную локацию, 205, 204, 200, 200 было в пике. И тут после диалога, сейчас побегаем.
И вот здесь мы уже с вами бегаем, смотрите, получается тоже 210-213 держит, отличный результат. Я считаю, что очень неплохо получился ноутбук, я думаю, что можем пройти, прорезюмировать и уже решить, оставить его себе, стоит он своих денег, не стоит. Короче, переходим. В качестве выводов скажу, блин, это невероятная штука, которую я оставляю себе. Даже за эти деньги, это вещь, которую я куплю, я буду ей пользоваться там, 10 лет, это минимум. То есть, что может, вот сейчас 50-90, я потом поработаю пару лет, появится что-то новое, там, года 3, 100%. И вот думаю, отдам дочери, отдам жене, отдам там работникам своим, на монтажку отдам. Потому что монтировать, вы что думаете, вот этому ноутбуку у меня 4 года, да, там почти 4. В 22 он вышел 3 года. 3 года, 4 год работает. Что-то изменилось. Этот конкретно на 3060, это 713 серия, это 835 серия. Что-то конкретно изменилось. На монтаже я не могу ничего сделать? Могу. Или что-то для работы использовать? Вообще отличный для работы. И поиграть даже до сих пор можно. А вот это берется с зазором, это берется для профгеймеров, это берется для тех, кто реально любит вот живую, классную, контрастную, цветную HDR картинку, просто невероятно. Еще и 2,5К экранчик. В общем, топ характеристики, топ девайс рекомендую. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.